В одном из тихих спальных районов, где жизнь текла неспешно, а дни сменялись друг за другом в размеренном ритме, жил старик по имени Василий Семенович. Он был человеком скромным и добродушным, но его жизнь давно превратилась в череду одиноких дней. Дети уехали в другие города, жена ушла из жизни несколько лет назад, и теперь его единственными собеседниками были воробьи за окном да редкие разговоры с соседями. Каждый день Василий Семенович ходил в магазин за продуктами, и этот путь стал для него своеобразным ритуалом, напоминанием о том, что жизнь все еще идет. Но однажды все изменилось. Возвращаясь домой с тяжелой сумкой в руках, Василий Семенович услышал за спиной громкий смех. Оглянувшись, он увидел группу подростков, которые явно решили его развлечь. Сначала они просто кричали вслед, потом начали бросать в него бумажками из-под чипсов, а затем перешли на оскорбления. Старик попытался ускорить шаг, но ноги уже не слушались так, как в молодости. Подростки окружили его, издеваясь и смеясь. Василий Семенович чувствовал, как слезы наворачиваются на глаза, но он сжал сумку и молча шел вперед, надеясь, что это скоро закончится. Вдруг из-за угла появился мужчина на велосипеде. Это был Алексей, местный тренер по боксу, который возвращался с тренировки. Он сразу понял, что происходит. Алексей резко остановился, соскочил с велосипеда и направился к подросткам. Его взгляд был настолько суровым, что даже самый наглый из парней сразу замолчал. Алексей не стал кричать или угрожать, он просто спросил: «Вам не стыдно?» Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась такая сила, что подростки растерялись. Один из них пробормотал что-то вроде извинения, а остальные просто разошлись, опустив головы. Алексей подошел к Василию Семеновичу, взял у него сумку и предложил проводить до дома. По дороге они разговорились. Оказалось, что Алексей тоже потерял отца в раннем возрасте и всегда с уважением относился к пожилым людям. Василий Семенович, в свою очередь, рассказал о своей жизни, о том, как скучает по семье и как тяжело бывает справляться с одиночеством. С того дня Алексей стал часто заходить к Василию Семеновичу. Иногда он приносил продукты, иногда просто заходил на чай. Они разговаривали о жизни, о спорте, о прошлом. Василий Семенович даже начал интересоваться боксом и с удовольствием слушал рассказы Алексея о его тренировках. А однажды Алексей привел к нему своих учеников, чтобы они помогли старику с уборкой в доме. Подростки, которые когда-то издевались над Василием Семеновичем, теперь стеснялись смотреть ему в глаза. Василий Семенович чувствовал, что в его жизни снова появился смысл. Он понял, что даже в самые темные моменты можно найти свет, если рядом есть люди, готовые протянуть руку помощи. А Алексей, в свою очередь, осознал, что его маленький поступок не только изменил жизнь одного человека, но и научил его самого быть более чутким и внимательным к окружающим. Эта история стала примером того, как доброта и человечность могут преодолеть одиночество и страх. И пусть она вдохновляет нас быть добрее друг к другу, ведь даже самый маленький шаг может стать началом большой перемены. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.